Привет, друзья! Меня зовут Ольга. А меня зовут Анна, и вместе мы представляем проект КЛ Walks, Проект, посвященный прогулкам по Куала-Лумпуру и Малайзии. а также призванный помочь туристам с поиском интересных и необычных мест. Кстати, а как ты думаешь, куда первым делом отправляются туристы в Куала-Лумпуре? Ты знаешь, я думаю, что Чайна-таун они своим вниманием точно не обделяют, поэтому предлагаю поговорить сегодня о нем. Добраться до Чайна-тауна можно достаточно просто на общественном транспорте. Да, станция называется Пасар-Сини, уже на выходе из которой вы сразу ощутите местный колорит. На мой взгляд, первое, с чем ассоциируется Чайна-таун у туристов, это торговая улица Петалинг-стрит, которая славится продажей подделок, барахла и сувениров. Пожалуй, это самая известная улица в Чайнатауне, и она очень сильно изменилась за эти годы. Трудно себе представить, но раньше тут была фабрика по производству тапиоки, которая давала работу огромному количеству китайских иммигрантов. Да, китайское влияние здесь ощущается до сих пор. Это заметно и в оформлении улицы. Обратите внимание на эти огромные красные арки, а над ними заботливо простирается зеленая крыша, в народе прозванная «зеленый дракон» из-за своей волнистой формы. Какой Чайнатаун без храма? В Куала-Лумпуре есть такой даосский храм бога Гуанди, вот, старейший, между прочим, в Куала-Лумпуре. Кстати, статуя Гуанди у нас на столе. Это даосский храм, построенный в 1888 году. Он назван в честь китайского бога войны Гуанди. При входе нас встречают два его генерала весьма свирепого вида. Кстати, кроме Гуанди, здесь представлены другие божества. Бог процветания Чойсун, богиня милосердия Гуань-инь, бог учености Вэнь-чон. А самая главная достопримечательность храма – это копье Гуанди. Оно способно наделить силой и благословлять каждого человека, который к нему прикоснется. Очень душевный храм, и лучшее время его посещения – раннее утро. Тогда у вас будет шанс увидеть, как местные китайцы жгут благовония и молятся о своем благополучном будущем. Удивительно, что напротив китайского храма Гуанди расположен индийский храм Шри Маха Мариаман. Да, эдакий маленький кусочек Индии в центре китайского квартала. Этот храм был заложен в 1873 году, но был отстроен заново в 1968 в южно-индийском стиле. Он считается старейшим индуистским храмом в Малайзии. Больше всего впечатляет центральная башня, которая украшена 227 фигурками очень ярких, жизнерадостных цветов. Внутри тоже очень красиво. Кстати, стоит иметь в виду, что есть дресс-код для входа в храм. Ваши колени и плечи должны быть прикрыты. За аренду накидки, чтобы прикрыть ноги или плечи, с вас возьмут деньги. Кроме того, за хранение обуви тоже берутся какие-то там центы. Тем не менее, сейчас этот храм доступен для посещения всеми желающими. А вот раньше привилегией здесь молиться обладали только члены семьи Пилая, на чьи деньги он был построен. Так, ну что, расскажем теперь нашим зрителям, куда нужно идти за сувенирами. Конечно, только сначала стоит отправиться на старую рыночную площадь. Эта рыночная площадь возникла стихийно. Из-за того, что корабли не могли проплыть дальше по реке, то выгружали свои товары как раз в районе этой площади. Отец-основатель Куала-Лумпура, который в то время владел этой землей, подсуетился и открыл здесь торговые ряды. В наши дни здания на площади сочетают в себе самые разные постройки, от ар-деко до неоклассики. А самая главная достопримечательность – часы в
в центре площади, которые были построены в 1937 году в честь коронации британского короля Георга VI. Ну а теперь про сувениры. А искать их лучше всего на центральном рынке. Изначально это был мокрый рынок. Сюда люди отправлялись за свежим мясом, рыбой или овощами. Шли годы, он разрастался и неоднократно перестраивался. Здание в стиле ар-деко, которое мы видим сейчас, это постройка 1937 года. Сейчас центральный рынок Куала-Лумпура – это центр малазийской культуры, искусства и ремесел. Именно здесь у вас есть уникальная возможность насладиться местными изделиями ручной работы, а также текстилем, сувенирами и даже предметами коллекционирования. Ну вот мы и прошлись по основным достопримечательностям Чайнатауна. Однако это лишь верхушка айсберга. Там есть масса всего интересного. Например, в одной из подворотен на стене висит вот такой замечательный комикс. Его локация есть в нашем подробном гайде по Чайнатауну, который вы можете скачать по ссылке в описании. Мы очень надеемся, что вам понравилось наше видео. Если да, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Вас будет ждать увлекательный контент. А также не забывайте смотреть наши шортсы.